Глава 184. Принц строго наказал Фэн Синю остаться с государем и государыней, а сам покинул их ветхое жилище. Он всю дорогу то и дело оборачивался, сердце едва не выскакивало из груди. Принц шел довольно долго, лишь убедившись, что Фэн Синь действительно не последовал за ним, вздохнул спокойно. Приведя душевное состояние в порядок, Селянь с передышками прошел еще более десятка лей и, наконец, выбрал место, показавшееся ему подходящим. Горную тропу, петляющую по дикой безлюдной местности. Принц огляделся по сторонам, удостоверился, что вокруг никого, скрыл лицо белой лентой, да покрепче, одним прыжком взобрался на дерево и спрятался там, затаив дыхание, затем принялся терпеливо ждать проходящих мимо путников. Именно. Способ, к которому решил прибегнуть принц, то, что люди называют отобрать у того, кто побогаче, и отдать тому, кто победнее. Когда-то Селянь только от уличных рассказчиков или из городских повестей слышал истории о благородных бродячих разбойниках, которые занимались грабежом богачей, помогая беднякам. Самому же принцу никогда не приходилось заниматься подобным, даже помышлять о таком не приходилось. Поскольку он думал так, неважно, насколько приукрашена, насколько благородна цель, грабеж есть грабеж, воровство есть воровство. В противном случае, с ловкостью селяня, он мог не только забраться незамеченным в чей-нибудь дом, для него не представило бы трудности даже обнести государственное казначейство, перебив всю охрану. Но теперь у него не осталось выбора. И если непременно искать оправдание, грабеж все-таки лучше кражи, на самую малость. Наверное, потому что совершается в открытую. После долгих душевных терзаний Селянь все же, образно выражаясь, влепил прежнему себе звонкую пощечину, решил отобрать у других, кто побогаче, и отдать тому, кто победнее, себе самому. Самый быстрый способ, присев на ветке дерева, Селянь не видел кругом ни души, ночь была темной и ветреной, кругом царило безмолвие. Но его сердце при этом билось как бешеное. Даже во время охоты на самого свирепого оборотня принц не испытывал такого волнения. У него дрожали руки, когда он выудил из рукава холодную и черствую маньтоу. Если ты привередлив в еде, следовательно, не так уж и голоден. Когда Селянь осознал эту простую истину, неожиданно для себя привык ко вкусу маньтоу. Приближалась зима, ночи становились холоднее, и принц, поедая холодную булочку, с каждым выдохом выпускал облачко белого пара. Не желая быть замеченным, Селянь даже не рассматривал те места, где проходит много путников, намеренно избрав такое захолустье. В итоге ему пришлось прождать без малого 4 часа, когда вдали показался медленно бредущий человек. Селянь встрепенулся, в 3 укуса прикончил остаток маньтоу и пригляделся к путнику, который оказался каким-то стариком. Тот был одет довольно хорошо, значит, деньги у него водились. Но, разумеется, Селянь не мог напасть на старика. Не то от разочарования, не то вздыхая с облегчением. В общем, принц решительно пропустил путника мимо и стал дожидаться следующего. Спустя еще 2 часа, когда от долгого сидения ноги Селяня занемели, да и вообще нижняя половина тела едва не окоченела, на дороге показался еще один путник. Видя, что тот передвигается тоже очень медленно, Селянь подумал, неужели опять старик? Но когда человек приблизился, принц увидел, что это не старик, а молодой парень. На лице его играла простодушная улыбка, а шел он так медленно из-за тяжелого мешка с рисом, взваленного на спину. Ладони Селяня вспотели, он спросил сам себя в душе: «Действуем?» Поколебавшись еще мгновение, принц все-таки не сдвинулся с места. Причина была такова: по лохмотьям, одетым на путнике, да еще по истертым до дыр, через которые выглядывали пальцы, соломенным сандалиям, принц рассудил, что парень очень беден. А радовался он наверняка потому, что наконец-то раздобыл где-то мешок риса на пропитание. Может, его семья голодала уже много дней, а может, он продал единственную корову, чтобы купить этот рис. И если сейчас кто-нибудь ограбит бедняка, это ведь приведет его в полное отчаяние. Селянь насочинял целую историю, а потом вспомнил, что ему самому, возможно, хватило бы и половины того мешка. Но к тому времени путник уже удалился.
Тогда принц решил больше не колебаться и продолжил ждать. Так он просидел на дереве в ожидании еще много часов, от темноты до белого дня. За это время мимо прошли еще где-то человек 10, и каждый раз селянь хотел совершить задуманное, но находил разнообразные причины, чтобы этого не делать, и отпускал путников. Множество раз он думал, не выйдет. Лучше вернуться, ведь ни один разбойник не занимается грабежами с таким настроем и будет поистине казаться происками нечистой силы, если ему удастся кого-нибудь ограбить. Но стоило только вспомнить, что по возвращении он не сможет купить ни лекарств, ни еды. Принц все же, скрипя сердце, оставался ждать. Прошло еще полдня, когда на горной тропе наконец показался последний путник. Мужчина на вид среднего возраста, хорошо одетый, и если даже не богач, то наверняка благородного происхождения. От него веяло неким коварством и хитростью, облик сразу отталкивал любого. С первого взгляда ясно, на доброго человека он не похож. Однако внешность, как известно, бывает обманчива, и селянь не удержался от мысли, а вдруг этот человек только выглядит злым и коварным. На самом же деле хороший. Что тогда? Пускай даже у него водятся деньги, неужели он заслуживает того, чтобы его ограбили? Но покуда принц все держался за последний рубеж в своей душе, который никак не мог преодолеть, в животе вдруг раздалось напомнившее о голоде урчание. Тогда селянь вздохнул про себя. Ладно, не время размышлять об этом. Пусть будет он. Приняв решение, он спрыгнул с дерева и закричал: «Стой!» Путник испугался, когда перед ним вдруг возник человек, скрывающий лицо, и настороженно воскликнул: «Ты кто такой? Зачем прятался там, словно преступник?» Селянь, позабыв о совести, начал: «Ад. Сначала в его душе что-то еще противилось, но после нескольких попыток он все же выкрикнул ту самую фразу: «Отдавай сюда все свои деньги». Мужчина открыл рот, подскочил чуть не на 3 чи и заголосил: «На помощь! Помогите! Грабят!» Затем сразу бросился на утек. Но селянь не боялся, что тот сбежит, гораздо больше его беспокоило, что путник может позвать еще кого-нибудь. Конечно, в таком захолустье вероятность найти помощь чрезвычайно мала, и даже если кто-то явится, принц мог сразу убежать. И все же нечистая совесть не давала покоя, селянь крикнул вслед: «Стой!» Не кричи, но разве мужчина послушался бы его? Он скрылся в ближайшем леске, откуда вдруг раздался его пронзительный крик. Селянь испугался, что на мужчину напали дикие звери, и поспешил позвать: «Подожди!» Осторожно, однако, когда принц сам оказался в лесу, тут же застыл как вкопанный, а лицо его мгновенно побелело. В лесу уже кто-то находился, несколько человек разом повернулись к принцу. Приглядевшись еще немного, селянь заметил подвох. Нет, это были вовсе не люди. Поскольку тот мужчина, похоже, совершенно их не заметил, а в панике пробежал мимо. А среди других присутствующих селянь увидел немало знакомых лиц. А как же иначе? Ведь многих из них он раньше встречал в столице бессмертных. Все они — небесные чиновники, и с верхних, и с нижних небес. Мужчина закричал, поскольку на бегу запнулся и упал. Теперь же, держа в руках целую стопку защитных талисманов, он бормотал: «Великие божества, великие божества! Поскорее придите спасти меня! Поскорее спасите меня!» И великие божества, к которым взывал мужчина, и впрямь уже явились, как он и пожелал. А в этот самый момент несколько пар глаз небесных чиновников неотрывно глядели на селяня, отчего он даже не мог пошевелиться. Смертный же, видя, что разбойник с закрытым лицом, который собирался его ограбить, застыл на месте, в попыхах поднялся с земли и дал дёру. Селянь и шаг не сделал, чтобы догнать его. Принц будто бы одеревенел и весь облился холодным потом, а сердце его заполнилось страхом. Да, страхом. Он уповал сейчас лишь на то, что белая лента достаточно плотно скрыла его лицо, и эти служащие, с которыми он некогда общался, не узнают его. Но, как назло, надежды не оправдались. Один из небожителей, окидывая его внимательным взглядом, с удивлением произнес: «Да ведь это же
Его высочество наследный принц, другой его божественный коллега с еще большим потрясением воскликнул: «Ах, и правда! Ваше высочество, что вы здесь делаете? И почему так выглядите?» Селяню казалось, что его сердце падает все ниже и ниже, прямо к центру земли. Кажется, только что этот несчастный кричал: «Помогите, грабят, разбойники!» Но разве за ним гнались разбойники? Он имел в виду его высочество, а небеса. Его высочество наследный принц решился на подобный поступок. Услышав такие речи, Селянь едва не потерял сознание на месте. Неизвестно, сколько он еще стоял молча, прежде чем охрипшим голосом заговорить. Он хотел что-то сказать, но слова не сходили с губ, застряли в горле. Да и те небесные чиновники застыли с весьма странными выражениями на лицах. Спустя еще какое-то время один небожитель подошел, похлопал принца по плечу и произнес: «Ничего, не волнуйтесь, ваше высочество, мы все понимаем». От хлопков, совсем не сильных, Селянь едва не пошатнулся и повторил: Тот небожитель рассмеялся и продолжил: «Вам ведь тоже нелегко приходится, раз пошли на такое, понять нетрудно. Не волнуйтесь, мы не расскажем об этом никому постороннему». Как раз фраза об этом и застряла у Селяня в горле. Но когда тот небожитель произнес ее вслух, принц уже не знал, что еще ему следует сказать. Помолчав еще, он, наконец, едва слышно пробормотал: «Хорошо, спасибо. Ну, я пойду». «Пойду». Принц и сам не знал, как в итоге покинул тот лесок. Но когда очнулся, уже стоял на безлюдной горной дороге, овеваемой холодным зимним ветром в ночи. Тогда-то Селянь и осознал, наконец, насколько страшное событие произошло. Он, Селянь, наследный принц Синьлэ, разбойник. Как он мог опуститься до такого? Теперь он беспредельно сожалел о содеянном. Раньше он ни за что в здравом уме не стал бы устраивать грабеж на дороге, но теперь исправить положение уже было невозможно. Но почему его постигла такая неудача? Ведь он так ничего и не совершил, а попался с поличным. Селянь за всю прожитую жизнь никогда не сталкивался с подобным и не представлял, что теперь делать. От макушки до пяток весь горел, в голове воцарился хаос. Принц закрыл лицо ладонями. Если бы можно было обратить время вспять, он даже согласился бы заплатить за это несколькими годами своей жизни и уровнем заклинательства. Охваченный безграничной досадой, принц вдруг уловил боковым зрением размытый белый силуэт. В тот же миг он испуганно вздрогнул и резко вскинул голову. «Кто здесь?» Но силуэт сразу исчез, а Селянь вновь облился холодным потом. Он не видел лица человека, но ему показалось, что тот носил маску, однако, оглядевшись, принц не обнаружил чьего-либо присутствия и не удержался от подозрений, что силуэт лишь померещился ему из-за смятения, охватившего душу. Впрочем, так это или нет, в любом случае оставаться на том месте Селянь больше не решился, второпях покинул горную тропу. Фэн Синь прождал его целый день, а при виде возвратившегося принца спросил: «Ваше высочество, где ты был? И что же ты все-таки придумал?» Разве Селянь нашел бы в себе силы ему рассказать? Он не мог поведать о случившемся никому, а тем более Фэн Синю. Принц даже представить не мог, что подумает Фэн Синь, который всегда твердо верил в непоколебимую добродетельность принца, когда узнает, что тот додумался бегать и грабить народ. Принц надеялся, что сможет навсегда похоронить это воспоминание в глубине души, чтобы оно растворилось у него в желудке. «Ничего», — размыто ответил принц. Фэн Синь оторопел: «А? Но почему тебя так долго не было?» «Чем ты занимался?» Селянь, ощущая себя как в тумане, ответил: «Не спрашивай». «Ничем я не занимался». Фэн Синю такой ответ показался подозрительным, однако, как бы он ни выспрашивал, Селянь не соглашался говорить, и потому в конце концов Фэн Синь решил, что слуге не подобает задавать слишком много вопросов, только прошептал: «Значит, завтра мы опять отправимся давать представление», но Селянь сказал: «Я никуда не пойду».
Принц полностью впал в смятение, больше ни о чем думать он не мог, что, если завтра они как раз столкнутся с тем мужчиной, которого он пытался ограбить. Что, если сейчас его уже разыскивают по всему городу? Фэн Синю его состояние тоже показалось не самым лучшим. Он спросил: «Ты, наверное, устал?» «Ну вот и хорошо, ваше высочество, лучше никуда не ходи, я справлюсь в одиночку. А ты лучше посвяти себя медитации». Только ему и невдомек было, что Селянь не желал даже слышать о самосовершенствовании. Вначале после низвержения принц старательно тренировался и медитировал, ведь только так он мог заполучить шанс вновь вознестись на небеса. Но теперь ему было страшно возвращаться. Пускай те небесные чиновники заверили, что не расскажут посторонним. Сдержат ли они обещания? А может, сейчас уже все верхние небеса знают о сегодняшнем происшествии? Только подумав об этом, Селянь едва не перестал дышать. Он не сможет принять этого пятна позора, которым его заклеймят в случае огласки, если верхние и нижние небеса и даже целый мир смертных станет показывать на него пальцем. Утомленный и измученный, Селянь провалился в сон, как в забытье. Но этот сон не был спокойным, ему привиделось бесчисленное множество кошмаров. Принц то и дело ворочался, а когда внезапно пробудился, то выглянул из окна и увидел, что уже стемнело. Фэн Синь и впрямь ушел один зарабатывать деньги, но до сих пор не вернулся, и только за стенкой раздавался тихий кашель и разговоры государя и государыни. Селянь лежал на полу. А едва проснувшись, вновь невольно представил, что будет, когда родители узнают о случившемся, и если все и впрямь разойдется слухами. Насколько они будут потрясены. Возможно, отец рассердится до белого коленя, будет кашлять кровью и называть сына позором Синьлэ. Матушка, конечно, бранить его не станет, только наверняка расстроится до отчаяния, ведь ее любимое чадо так их опозорило. При этих мыслях Селяню снова стало трудно дышать. Ему необходимо было найти место, где он сможет побыть один и успокоиться, прийти в себя, поэтому он рывком поднялся с циновки, выбежал прочь и бесцельно мчался, куда глаза глядят, больше десятка ли навстречу ледяному ветру. Где еще попадались прохожие, он даже не решался задерживаться. Ему все казалось, что люди наблюдают за ним, разглядывают его в таком плачевном состоянии. Только оказавшись на кладбище, где не было никого, принц наконец остановился. Эта ночь выдалась еще холоднее, чем прошлая. И лишь сейчас Селянь почувствовал, что руки и лицо окоченели, а его самого бьет мелкой дрожью. Возможно, не только от холода, но еще и от страха. Принц невольно обнял себя за плечи, несколько раз выдохнул горячий пар. И вдруг заметил на надгробии перед собой два сосуда с поминальным вином. Видимо, хозяин надгробия при жизни любил выпить, поэтому после его смерти те, кто приходил ухаживать за могилой, приносили вино. Селянь присел на корточки рядом. Он никогда раньше не пил алкоголь, но слышал от других, что это питье согревает, а еще помогает забыться. Поколебавшись мгновение, принц схватил один из сосудов, вынул пробку и буквально влил вино себе в глотку. Вино было не лучшего сорта, пузатый сосуд за малую цену, и на вкус оказалось обжигающим до удушья. Селянь сделал несколько больших глотков и неистово закашлялся, но, кажется, ему действительно стало теплее. Поэтому, растерев щеки, принц уселся прямо на землю, обнял кувшин и продолжил жадно пить. Будто сквозь сон принц смутно увидел, что откуда ни возьмись к нему подлетел тусклый призрачный огонек, который принялся кружиться рядом, будто в ужасном волнении. Селянь был занят питьем вина и словно ничего не замечал вокруг. Но, похоже, огонек всеми силами пытался приблизиться к нему, только из-за бесплотной природы каждый раз лишь пролетал мимо, не способный коснуться. Прикончив один сосуд, Селянь давным-давно опьянел, перед глазами все плыло. Принц почувствовал жалость к мельтешащему из стороны в сторону огоньку, но в то же время тот неожиданно рассмешил Селяня. Не сдержавшись, он тихонько прыснул, оперся локтем на край винного сосуда и спросил: «Что это ты делаешь?» Огонек мгновенно застыл в воздухе.